Доброго времени суток всем. Для вас прошла неделя или две, а для меня прошел час. С предварительного обзора, с первого взгляда, так сказать, на СПРС 65, я сходил, взял второй спиннинг, перешел на другой водоем. И вот теперь с нами СПРС 66. Как я сказал в предыдущем ролике, во второй половине своих релизов по Супериоры эвергрины делают какие-то очень удивительные вещи в плане необычности относительно общей концепции серии. И тряс недавно перед вами 65-м СПРСом. Ну, то есть шваброй не гнущейся. Теперь смотрите на 66-й. Вот это видите? Это регуляр по факту. Ну, понятно, регуляр фаст, но, в общем-то, играет. Такого супериора в принципе не было, как и не было подобного Salty Sensation. В предыдущей серии я такого строя не знаю. Может, я ошибаюсь, подскажите в комментариях, но это что-то удивительное. Ну, здесь пробка, потому что в серии Твиги начали ставить пробку. Это супер Твиги. Пленку я пока не снимал, пока не решу оставлять, не оставлять, или не разловлю хорошей рыбой. Вот, можно пользоваться и в пленке. Хотя нет, придется все-таки отрезать здесь кусочек, иначе не вставлю катушку. Ладно, сейчас займусь этим и начнем смотреть, что это за штука на практике. По идее, это должен быть самый нежный из супериоров. Даже просто Твиги. Я не держал его в руках, но по идее он должен быть более жестким, потому что длина там короче. Если у 65-го СПРС с чуйкой, в общем-то, все понятно было и заранее, потому что там изначально подразумевался кол, то, учитывая вот этот строй с сенсорностью, не знаю, возможно, она здесь не настолько хороша, как хотелось бы. Я думал, что этот спиннинг будет чем-то вроде 610-го на минималках, а он гораздо более медленнее явно. Да, вот здесь вот кольца по сравнению с 65-м действительно мелкие. На 65-м были беспроблемные. Здесь под очень-очень тонкую плетенку. Я, кстати, не стал менять ни катушку, ни плетенку. Почему? Ну, потому что первый взгляд, как бы, все равно я буду прогонять полностью спиннинг и по более толстым, и по более тонким плетенкам в полноценном обзоре. А так сбегать, попробовать, в общем-то, я оставил максимальную для этого спиннинга поверху 0,2 плетенку. Начну, как и на 65-м СПРСе, с 1,5-дюймовой танты и 2 грамм. Это здесь середина теста. Ну, как бы, сейчас посмотрим. Плетенка, конечно, толстовата для 2 грамм. Для грамма будет тем более. Визуалка шикарная на 2 граммах. Есть отдача в руку. Ну, спиннинг достаточно нежный и легкий, поэтому это хорошо ощущается 2 грамма. В любом варианте, на любом дне. В общем-то, информативно. Пока на твердое ни разу не попало, по всей видимости. Перезакинем, чтобы попало. Так, там должна быть уже твердая. Ну, палка очень мягкая. Аж захотелось уже
попробовать на максимально тонкой плетенке и в условиях поидеальней, без ветра. Есть задев за твердое, но задев не свое падение. Надо поискать еще. Где тут твердое осталось? Уже водоросли растут вовсю. Ну, заброс неплох, сразу могу сказать. Даже на максимальной по толщине плетенки. Дома. Заброс такой ненапряженный, скажем так. Можно любым стилем кидать, все равно кинет. По идее, этот строй должен быть неплох на блеснах и на воблерах в том числе. Именно по чувствительности на колебаниях тут должно быть все неплохо. Ставлю поверху 4 грамма. Посмотрим. Кину аккуратно. Хотя я бы не сказал бы, что... Сейчас посмотрим на забросе, конечно. Ну, в общем-то, 4 грамма здесь как... Как 6 грамм, если поставить на 610-м. То есть такой уже пограничный предел. Выше ставить точно не хочется. Возможно, еще можно зарядить им силовым забросом. Но это я проверю уже в основном обзоре. Так, в общем-то, ловить точно можно. На работе при проводке все нормально. Отлично летит. Ну, опять у эвергрина все получилось. Относительно роста заброс шикарен. Радуют они в этом плане во второй половине релизов. Все палки кидучие получаются. По поводу сенсорностей, так я и не могу ничего точно сказать. Что-то как-то тут все очень мягко. Или у него очень большие проблемы с чуйкой, что вряд ли. Либо уже все заросло водорослями просто. Здесь относительно мелко. Так что такое может быть. Для мормышинга эта палка все-таки жестковато, а вот такие какие-то пелагические варианты с ультралайтовыми приманками, типа воблеров и блесенок, должно быть неплохо. Ладно, переключимся. Нашел у себя мормышку, где-то 0,2-0,3 с малюсенькой приманкой. Сейчас посмотрим, как она себя будет вести. По забросу, кстати, нормально. То есть спиннинг на забросе гнется сам по себе, и поэтому забрасывает легкие веса спокойно. Те, кому это нужно, поняли, о чем речь, да? По поводу... Я, в общем, даже чувствую спиннингом игру. Это 0,2 или 0,3 грамма мормышка. Ну, не идеально, конечно. То есть, если бы спиннинг был до грамма, это было бы лучше гораздо. Но, учитывая, что у него вверх 4, это прикольно. Правда, это было под ногами. Вот вдалеке я не сильно хорошо чувствую. Но, опять же, сейчас стоит плетенка 0,2. Это довольно толстая плетенка для такой темы.
Ну, вот ближе, да, ощущается лучше. Когда провисает плетенка, когда напрягается, слышно. Угу. Поставил whitebait стандартный. Ну, 1 грамм. Сейчас посмотрим. Может, кто-нибудь да соблазнится. Грамм нормально полетел для 0,2 плетенки вполне. Я чувствую, когда он опускается, безошибочно. Кто-то попался. Блин, кайф полный, там такая мелочь. Если дотащу, вы увидите. Это просто капец. Это, наверное, даже... Не, наверное, окунек. Микро. Ну, в общем, судя по ощущениям, можно ловить. То есть это первый супериор, про который я могу сказать, что он может ловить спортивных окуней. Есть еще поклевки в том же месте. Попытки. 2 раза уже была поклевка. Но больше пока не съели. Прикольно, прикольно. Толстовато, конечно, плетенка для такой рыбы. Да и для этой удочки тоже. И где-то 0,1 в идеале была бы. Та, которая у них стоит по нижней границе теста. Я думаю, 0,08 тоже ничего бы не испортила. Просто она в тест не сильно попадает, а где-то 0,1-0,15 как раз до 4 грамм можно нормально использовать. Более-менее комфортно. Да, грамм четко опускается, я чувствую. Особенно первое опускание, когда он долго падает. Поставил 2 грамма. И все тот же whitebait. Может быть, издалека кто-нибудь захочет. Два грамма, конечно, на ней интереснее, чем на 610-м. Хотя на 610-м 2 грамма вполне себе хороши. Здесь, ну что, здесь середина теста. Поэтому, что говорить-то. Классно. Были поклевки, попытка заесть еще. Ну, я не знаю, как бы у меня нет впечатления, что прям какая-то супер острая чуйка здесь. Хотя, ну, может, конечно, рыба настолько маленькая, что так слабо клюет. Но мне кажется, что на том же даже 610-м поострее поклевки ощущаются. Но опять же, может, просто очень маленькая рыба пытается клюнуть. Не могу сказать, непонятно пока. Ну, точнее, как бы, как вот, надо лоб-лоб сравнивать, чтобы уж так не голословным быть. Поклевки слышны все. Но у меня такое впечатление, что не самым острым образом.
И я так ни разу и не попал на твердое. Нормально. Сейчас поставлю 3 грамма, попробую попасть все-таки. Приманку только надо поменять, но что-то покрупнее. А то... Поставил я какой-то вольфрам, не знаю, то ли 2,4, то ли 2,7. По идее, до стучащих мест должно долетать с такой приманкой. Сейчас проверим. Ну, отрыжка, конечно. Шикарно. Даже относительно 2 грамм сильно увеличилась. А вот стучащего я что-то пока так ничего и не нашел. Меня это начинает уже пугать. Если на 2,5 граммах не стучит. Это что-то нонсенс. Ну вот, задеваю за растение. Есть контакт. А по дну как-то что-то все мягко и мягко. Так, где у нас еще есть твердое дно? Вот вроде там что-то было. Знаете, я и сам пока не понял. И, наверное, вот здесь оставлю интригу по поводу того, стучит ли. И есть ли такая же сенсорность, как на других супериорах, на этом супериоре. Оставлю этот вопрос для основного обзора, который выйдет через какое-то время. Не могу сказать точно какое. Обе палки 65, который опять же ждет своего обзора, и это довольно интересное, необычное, и нужно уделить время. Как говорится, как только, так сразу. Что я могу сказать? Если 65-й для меня более-менее понятен, то здесь куча вопросов у меня остается. Блесна, воблера. Все-таки, что у нас с чуйкой? На эти вопросы ответит рыбалка на заведомо твердых каких-то местах. Ну и применение более тонкой плетенки. Хотя, ну, казалось бы, если здесь все окей, то и на таких весах и на 0,2 должно было бы стучать. В общем, я пока в легком замешательстве. Да, на этом все. До новых встреч. Смотрите основной обзор, когда он выйдет. Спасибо за внимание. До свидания. Это не рыба, это водоросли. Так можно продемонстрировать, насколько гнется палка. Практически форелевый загиб такой.